Он герой нашего времени. Миллиарды людей у него в долгу. Миллиарды людей обязаны ему жизнью. Человек, который предотвратил ядерную войну. Человек, который вообще не должен был там находиться в ту ночь. В 0 часов 15 минут красным цветом вспыхивает слово «Старт». Петров понимал, что будет, если он передаст эту информацию дальше. Есть такое понятие ответно-встречный удар. Тот период называли период угрозы войны. Возможность недопонимания и ошибки была очень высокой. Было круто съездить со Станиславом, чтобы он посмотрел страну, которая практически была его врагом. Приходило все больше и больше писем. И подпись «К. Костнер». Почему в итоге получилось, что на Западе он известнее, чем в России? Он себя не считает героем, потому что это его работа. Кто он? Почему он так живет, если он спас мир? Привет, друзья! Мы в поселке Маринки в Калужской области, примерно в 120 километрах от Москвы. С виду ничем не примечательный поселок, такие вот линии стандартных пятиэтажных домов. Около 4000 человек здесь живет, всего 5 улиц. Но именно здесь, на тот момент это закрытый военный город Серпухов-15, почти ровно 40 лет назад, в 1983 году, предотвращена ядерная война. Советский подполковник Станислав Петров, дежурящий на командном пункте системы предупреждения о ракетном нападении, получает один за другим каскад сигналов, автоматических сигналов, что с территории США вылетели баллистические ракеты, что Советский Союз атакован. Я считаю, что тот момент был самым близким к началу ядерной войны. Возможно, мы живы сегодня потому, что именно Станислав Петров такой, какой он есть. Один человек, в руках которого спасение человечества. Напряжение нарастает, время утекает. Германия могла превратиться в пустыню. От лица жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Филадельфии, Чикаго, спасибо за ваше дежурство в ту ночь. Через несколько лет, когда Советского Союза уже не будет, эта история утекла на Запад и сделала Петрова медийной фигурой там. Про него сняли фильм, про него написали книгу. К нему приезжали знакомиться голливудские звезды, например, Роберт Де Ниро и Мэтт Дэймон. Ему даже вручили специальную награду ООН за заслуги перед человечеством. Но интересно, что в России про Станислава Петрова до сих пор знают очень немногие. Как немногие знают и про обстоятельства той ночи с 25 на 26 сентября 1983 года. Немногие помнят, что происходило в 1983 году, почему действительно казалось, что ядерная война может начаться вот-вот. И я когда услышал эту историю, я понял, что сейчас, когда опасность ядерной войны опять стала реальные, они все говорят, мы просто обязаны с вами этой историей поделиться. Историей Станислава Петрова, советского офицера, который не побоялся взять на себя ответственность не начать войну. Вечер 25 сентября 1983 года. 44-летний подполковник Станислав Евграфович Петров, прихватив с собой стопку бутербродов, чай, точнее заварку и пакетик с сахаром, выходит из первого подъезда своего дома номер 18 по улице Циолковского и направляется к автобусной остановке, где его ждет служебный, видавший виды пазик.
Он едет на обычное ночное дежурство. Вообще, это не его смена, но сегодня Петров согласился подменить товарища. Он и 80 офицеров и солдат, которые этой ночью будут в его подчинении, настроены на спокойную рабочую атмосферу. Расчет принял смену и должны были дежурить до утра, до 8 утра. В основном это скучная работа. Все обычно тихо. Годами все тихо. Но именно в ту ночь все было не скучно. В 0 часов 15 минут на командном пункте срабатывает сирена, и на табло красным цветом вспыхивает слово «Старт». Пошла ракета, повторяю, пошла баллистическая ракета. Между тем сирена снова включается, и рядом с табло «Старт» загорается еще одно табло «Ракетное нападение». Это значит, что стартов уже много. Это очень сильно ударило по нервам расчет. Так все в растерянности где-то 10-15 секунд друг на друга смотрели, осмысливали, что произошло. Петров wusste, gibt jetzt die Meldung weiter. Петров понимал, что будет, если он передаст эту информацию дальше. Вероятно, она будет передана напрямую Андропову. Он даст приказ приводить пусковые установки в боевую готовность. Американцы это зафиксируют и начнут приводить в готовность свои. И мир охватит пожар. Боевой расчет на пультах в нижнем зале управления и обработки специнформации начали смотреть на мою кабину, ожидая моих указаний. Где-то через это время я, так сказать, пришел в себя и начал отдавать команды. Все, что было связано с той ночью и с работой Петрова в целом, долгое время, конечно, находилось под грифом «секретно». Впервые известно об этом стало уже в 90-е, после крушения СССР, причем стало известно при довольно ироничных обстоятельствах, об этом чуть позже. Станислав родился в поселке Черниговка Камчатского края 7 сентября 1939, через 6 дней после начала Второй мировой войны. У него было очень хорошее детство, когда они жили там под Владивостоком и в Чите тоже. И очень часто менялись местами, потому что отец тоже был военным. Отца, Евграфа Петрова, отправляют служить под Одессу, и вся семья снова переезжает. В школьном аттестате Петрова указано, что он учился в школе в Котовске, теперь это Подольск, Одесской области. Он не хотел стать военным, но каким-то ученым, но там потом он пошел по следам своего отца. Дело в том, что он в школе увлекался боксом, и там в детстве связался с неприятной компанией. Бабушка испугалась, чтобы его дальше с собой не потащили. Они просто ему предложили поступить в военное училище. Дед, естественно, по-моему, не уговаривал, но там это была идея матери – дать его в военное училище. Сразу после школы в 1957-м Петров поступает в Гомельское радиотехническое училище войск ПВО, а заканчивает уже Красноярское радиотехническое училище. Так, потому что училище само было передислоцировано. Он же стажировался на Камчатке. С вашей мамой он когда познакомился? На Камчатке познакомился. На Камчатке. Мама тоже, она училась на киномеханике в Нарфаменске, и ее поставили на практику тоже на Камчатку. Они там познакомились. Там же, на Камчатке, Станислав женится на Раисе. Она, как принято говорить в таких случаях, любовь всей его жизни. Все, кто общался с ними, с их семьей,
вспоминают про очень нежные, трогательные взаимоотношения между супругами. В 1970 году родился, когда отец учился в военном училище в Киеве. В 1967-м Станислав поступает в уже высшее Киевское инженерное радиотехническое училище КВИРТУ. Он получает красный диплом с отличием по специальности системы управления и программирования. Военный техник с элементами программирования. То есть он обслуживал станции, непосредственно в Серпухове чем занимался. После окончания Киевского радиотехнического училища Петров начинает работать здесь, в Серпухове 15, старшим инженером. Кстати, это место еще называлось Курилово. Вон до сих пор осталась автобусная остановка с таким названием. Вот за этим бетонным забором здесь раньше был КПП и начинался Серпухов 15, а в 3 километрах отсюда тоже за бетонным забором стоит с виду неприметное советское здание, которое, тем не менее, бросается в глаза, потому что вокруг него возвышаются такие огромные белые шары, скрывающие мощные антенны. Там располагался центр, который очень красиво назывался в советские времена «Центр наблюдения за небесными светилами». На самом деле наблюдали там вовсе не за светилами. Там располагался командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении. С помощью спутников оттуда следили за территорией США с одной единственной целью – вовремя засечь пуски баллистических ракет в сторону СССР. Это командный пункт армии предупреждения о ракетном нападении. Это то место, куда стекаются сигналы со всех систем предупреждения о ракетном нападении. Там они концентрируются, и, соответственно, оттуда идет передача данных на высшие эшелоны власти. Ему предложили, сказали, что там работа очень интересная будет, и его, по-моему, очень даже кто-то увлек этим. То, что будет работать с космосом. То есть он был воодушевлен, ему нравилась эта задача? Ну да, это уже когда втянулся, и он уже это делал с удовольствием просто. Офицеры, которые служили на командном пункте, жили в городке Серпухов 15, как вы уже поняли. В нем улицы все названы типично по-советски. Юбилейная, Весенняя, Королева, Гагарина и Циолковская. Вот и все улицы. Вот на тех 3, которые в честь покорителей космоса, в разное время жил и Петров. По мере того, как он продвигался по службе, ему выделяли квартиры получше. По воспоминаниям самого Петрова, жизнь в Серпухове 15 была вполне сносная, даже хорошая была жизнь. Это легко объяснить, потому что это был закрытый городок. Он находился на спецобеспечении. В советское время, когда кругом были тотальные дефициты, специальное обеспечение было огромной вещью. Город был обнесен забором, вот его остатки до сих пор видны. Это мы сейчас вышли из города во внешний мир. Раньше выйти и войти можно было только через КПП. Разумеется, те, кто там служил, когда выходили во внешний мир, не имели права ничего говорить о том, чем они там занимаются. И более того, даже возвращаясь со службы домой, офицеры не могли обсуждать с близкими детали своей службы. Такая была секретность. В то время был секрет, конечно. Мы даже мы относились к каким войскам? То к ракетчикам, кто к летчикам. И только в 90-е годы нас наконец-то рассекретили и сказали, что мы ВКС, это воздушно-космические силы. Это была очень секретная тема, но так предполагали, что там что-то связано с космосом, но что конкретно, это не распространялось обычно. У нас тут свои детские интересы были, и не задумывались даже. Ну, служит.
Ну, у нас был как в детстве еще, любили похулиганить. Здесь 2 воинских части ходили, мы туда ходили. В чайную к солдатскую заходили, там сладкое покупали у них. Потом дальше там бильярд стоял, летом бильярд играли. А так здесь, честно говоря, ну, может быть, по привычке было. Вот у нас тут речка Нара идет там дальше, километр 2 или 3 отсюда. На речку бегали, купались. Вообще атмосфера в части была очень хорошая тогда. Очень хорошая, да. Все, я не знаю, все друг другу помогали. Вот. Дисциплина была достаточно хорошая. Я помню, сирена вот 9 часов гудит. Такой топот по городку. Дети бегут домой. А зачем сирена гудит? Кто ее знает? В эту систему я прибыл в 1972 году. Тогда еще были только голые стены от сооружений. И полностью принимал участие в развертывании аппаратуры, разработке боевых программ. Новая русская система предупреждения состоит из спутников, направленных на воздушное пространство Америки. Любой запуск ракеты будет виден по следам в воздухе на горизонте. Ну или так предполагают советские власти. США начали такую работу делать и в конечном итоге в 70-е годы, и в Советском Союзе тоже начали работу по созданию вот такого космического эшелона системы предупреждения. Речь о системе ОКА, которая была поставлена на боевое дежурство в 1982-м. Ее главной задачей было с помощью космических спутников вовремя обнаружить старт межконтинентальных баллистических ракет из США. Баллистическая ракета – это ракета, которая в себя включает топливо, окислитель, горючее. Она не зависит от воздуха, то есть она использует исключительно силу реактивного движения. А для того, чтобы набрать вот необходимую скорость и в какой-то момент вот ту полезную нагрузку, которую она несет, ее, так сказать, отпустить в свободный баллистический полет. То есть они могут обеспечивать разгон вот этой, так сказать, боевой части, боевых блоков до скоростей, которые позволяют вам достичь межконтинентальных дальностей. К тому времени в СССР уже существует система обнаружения ракет, но это не космический эшелон, а так называемый наземный. На самом деле речь про самые банальные радиолокационные станции. То есть посылается радиосигнал, он отражается от объекта, и таким образом этот объект виден на экране, можно понять его пеленг и его скорость. Главная проблема РЛС, когда речь идет про ракеты, про баллистические ракеты, она понятна. Радар увидит такую ракету всего за 10-15 минут до прилета. То есть в тот момент, когда ракета попала в зону видимости радара, она уже очень близко к цели. Идея в том, что поскольку вы можете теперь зафиксировать старт ракеты непосредственно буквально через секунды после ее старта, дает вам время гораздо больше. То есть это уже, если речь идет, например, о старте ракеты с территории Соединенных Штатов, то она до территории Советского Союза летит 30 минут. Соответственно, в обратную сторону точно так же. В системе есть спутник, который преобразовывает сигналы в математические формулы и отправляет данные на Землю, на компьютер, который эти формулы обрабатывает. Основной принцип действия датчиков, он заключается в том, что фиксируется инфракрасное излучение, которое излучает двигатель. Нужно понимать, то, что они видели тогда, это не то, как вы сейчас смотрите в iPhone. Они смотрели через спутник над атмосферой, который мог вычислить инфракрасный свет ракеты, если ракета была в воздухе. И они могли это уловить в черноте космоса. Один спутник находится в таком положении орбитальном, которое благоприятно для обнаружения стартов, примерно 8 часов в сутки. Соответственно, вам нужно 3 спутника, чтобы закрыть все 24 часа.
Станислав Петров не наблюдает за спутниками 24/7. Он заместитель этого командующего центра, эксперт по алгоритмам. Его обычной работой были алгоритмы на этом компьютере, а именно изучение информации, поступающей со спутника. Он был тем, кого мы сейчас называем программистом. Но ему были положены дежурства, чтобы поработать с программным обеспечением на практике. Он же выходил на дежурство всего пару раз в месяц, насколько я понимаю. Плюс его еще иногда выдергивали на замены. Почему так редко? Дело в том, что офицерский состав очень большой был, и там, судя по всему, график дежурств был составлен, чтобы каждый офицер проходил боевое дежурство. Я уж не знаю, кого он там заменял, заболевшего человека. Но это действительно было так, что он говорит, я сегодня заступаю за место другого, внеочередное дежурство. Он надевает свою форму, садится на стул, в кресло и смотрит в большое окно, а за окном приборная. Там люди, сидящие за мониторами. Петров знает, что там, в Северной Дакоте, стоят американские ядерные ракеты и следит за огромной картой, на которой с помощью спутников может отследить запуск ядерного оружия. Помню, что отец тогда позвонил. Говорит, я задержусь на службе, у нас типа и все. Сказал, что НЛО увидели, и там какой-то сбой системы произошел, и дежурство было напряженным. На табло перед ним высветился сигнал, огромные буквы со словом «Старт». Спутник выявил движение, которое компьютер расценил как ракету. Ошеломляющее воздействие этих сигналов, звуковых и световые эффекты. Они внезапно так взорвались, так что просто на нервы здорово ударило. Панель пищит «Старт», «Тревога». И снова Петров, он же не сидит сложа руки с сигареткой. Он начеку и пытается понять, что же происходит. И времени у него мало. Интересно, что, как я понимаю, советские разработчики и советские военные, они очень гордились тем, что решение, то есть вот эту обработку информации, на самом деле производит именно компьютер. При этом существовал здоровый скепсис по поводу алгоритмов и всех этих автоматизированных систем. Было такое у нас направление визуальное, кроме обработки компьютерной. Сидели операторы, которые смотрели на дисплее. Там было видно территория Соединенных Штатов Америки. Вот. И при определенных условиях с большой надежностью они обнаруживали эти старты ракет. Петров раз за разом обращается к сотрудникам командного пункта, которые ведут визуальное наблюдение с помощью установленных на спутнике камер, и не получает от них ни подтверждения того, что ракеты запущены, ни опровержения этому. Почему? Ну, во-первых, примитивное оборудование. Понятное дело, что это не те телевизионные камеры, которые есть сейчас. И плюс в этот момент районы базирования ракет, куда нацелены камеры с советских спутников, проходят так называемую зону терминатора. То есть здесь день сменяется ночью. И в этой зоне терминатора видимость еще дополнительно ухудшается. Стоит мне подтвердить эту атаку, погибнет много людей. Обе сверхдержавы были в состоянии боевой готовности. По сути, они приставили пистолет к виску. Ракетам оставалось всего несколько минут до старта. Тот период называли период угрозы войны. Возможность недопонимания и ошибки была очень высокой. Все было очень серьезно. Важно понимать, как всегда, контекст событий, контекст времени, в
которой Петров заступает на то самое боевое дежурство. Это пик холодной войны между США и СССР. В основе холодной войны лежит так называемая стратегия гарантированного взаимного уничтожения. Эту идею еще в 60-х провозгласил министр обороны США Роберт Макнамара. Смысл в том, что у СССР и у США достаточное количество ядерного вооружения, чтобы уничтожить противника в случае, если противник решится на ядерное нападение. После окончания Карибского кризиса 1962 когда мир практически в одном шаге остановился от начала Третьей мировой войны, отношения между СССР и США пошли, как это называлось тогда, путем разрядки. Но потом Хрущева снимают с поста генсека, приходит Брежнев, СССР начинает постепенно наращивать производство вооружения, холодная война опять раскручивается. И, что интересно, в обеих сверхдержавах в тот момент бытует мнение, что противник готов начать ядерную войну первым, потому что рассчитывает в ней победить. Так думают и в Советском Союзе относительно Америки, так думают и в Америке про Советский Союз. К этому выводу пришли наши консервативные политики. Они следили за действиями СССР и интерпретировали их таким образом. Некоторые говорили, что Советский Союз действительно был настроен начать и выиграть ядерную войну. Я не думаю, что в советской военной доктрине предполагалась возможность вот такого неспровоцированного ядерного нападения на Соединенные Штаты. Ответный удар, конечно, элемент сдерживания, безусловно. Но нападение на Соединенные Штаты, мне кажется, что такого не было, по крайней мере, ни в каких документах я такого не встречал. В то время по телевизору только об этом и говорили, что США – это зло, и то, что мы для них враг номер один. И мы, соответственно, шла гонка вооружений, но мы наращивали обороноспособность нашей страны. Не для нападения, а именно обороноспособность. Естественно, гонка вооружений. Они что-то сделали новшество, мы, естественно, должны в ответ что-то сделать свое. В 1976-м советское руководство решает разместить в западной части СССР новое поколение ракет РСД-10 «Пионер». Это ракета средней дальности. За считанные минуты она может с довольно высокой точностью поразить цель любой из стран Западной Европы. Баланс сил был очень динамичным. Вот такое решение должно было создать дополнительные гарантии безопасности с точки зрения советского руководства. Я 1954 года рождения. То есть не ребенок войны, но ребенок холодной войны. Я вырос в страхе перед русскими, думал, когда-нибудь они придут и введут у нас в Западной Германии свой ужасный коммунизм. Позже, когда я немного вырос, страх перед русскими сменился страхом перед возможной ядерной войной. Возможно, вы знаете, в 80-х в Западной Германии было активное движение за мир. Мы выходили на улицы на демонстрации против установки американских ракет средней дальности «Першинг-2». Потому что мы боялись, что это будет Карибский кризис наоборот. С земли одного из союзников американцы могли бы запустить ядерную ракету, которая достигла бы Москвы за 8 минут. С начала 80-х годов, с момента вхождения советских войск в Афганистан, ну и до перестройки. Вот это пятилетие было очень тяжелым. В Соединенных Штатах тогда пришел Рейган, человек, который сразу занял жесткую позицию в отношении Советского Союза. Рейган назвал СССР империей зла. Это усилило напряжение. Still believing in God, than have them grow up under communism and one day die no longer believing in God. Первая половина 80-х годов была, наверное, одним из самых трудных периодов в
отношениях между Москвой и Вашингтоном. К 1982-му общий ядерный арсенал двух сверхдержав обладает разрушительной силой примерно 1 миллиона Хиросим. Из опасения, что США своим ударом может уничтожить руководство Советского Союза, в СССР разрабатывают систему, которая даже в этом случае гарантирует нанесение удара возмездия. Система называется «Периметр», но в печати она больше известна под красивым наименованием «Мертвая рука». Смысл в том, что в этом случае решение об ответном ядерном ударе принимает компьютер. Понятно, что такое мертвая рука. То есть это создание таких механизмов, которые бы гарантировали нанесение ответного удара даже в том случае, если все руководство уже недееспособно и ракеты противника поразили основную часть объектов инфраструктуры и так далее. Вероятно, что какие-то элементы такой системы действительно существовали. Но насколько она была такой целостной и концептуальной, сказать трудно. 23 марта 1983-го американский президент Рональд Рейган объявляет о создании стратегической оборонной инициативы СОИ. Это такая многокомпонентная система защиты американской территории от советских баллистических ракет, частично наземного, частично подводного, а частично космического базирования. Из-за этого, а также из-за огромной амбициозности и огромной стоимости этого проекта его вскоре назвали «Звездными войнами», по аналогии с знаменитым фильмом, который как раз незадолго до этого вышел. В общем, представьте, все эти события произошли в один год, 1983. Империя зла, Звездные войны, установка западных ракет и вот эти постоянные учения. В начале 80-х обстановка у советских воздушных границ весьма и весьма напряженная. Американские самолеты периодически подходят вплотную к границам, иногда даже ненадолго пересекают границу, явно для того, чтобы проверить, как будет вести себя советское ПВО. Один из таких случаев происходит в апреле 1983-го на Курильских островах. Тогда американские самолеты пролетают над островом Зеленый. Командование советских ПВО получает серьезный нагоняй. Андропов строго предупреждает, что больше подобного происходить не должно. И вся эта накаляющаяся атмосфера в конечном итоге приводит к большой трагедии. 1 сентября 1983-го пассажирский Boeing 747 южнокорейской компании Korean Air выполняет регулярный рейс 007 из Нью-Йорка в Сеул с посадкой для дозаправки в Анкоридже на Аляске. На борту 23 члена экипажа и 246 пассажиров, в том числе американский сенатор Ларри Макдональд. По плану полета Боинг должен двигаться маршрутом R-20. Это самый северный из 5 коридоров, отведенных в этом районе для пассажирских рейсов. Он пролегает ближе всего к Советскому Союзу. Вскоре после взлета из Анкориджа пилоты допускают фатальную ошибку. Как показало расследование, они неправильно задали параметры работы автопилота и не заметили этого, не контролировали, что происходит. Современных компьютерных систем навигации в Боингах того периода еще нет. Самолет начинает постепенно отклоняться все севернее и севернее от коридора R-20, и через 5 часов после взлета находится уже в 296 километрах севернее той точки, которую экипаж докладывает диспетчерам, считая, что они находятся в ней. На самом деле они почти на 300 километров севернее над советской территорией. Еще одно трагическое совпадение. В тот день планировались очередные испытания советской баллистической ракеты. Она должна была стартовать с космодрома в Плесецке и поразить цель на камчатском полигоне Кура. В связи с этим к берегам Камчатки постоянно приближались американские самолеты-разведчики RC-135, которые при помощи своей аппаратуры наблюдали за полетом и падением ракеты. И той ночью RC-135 тоже кружил неподалеку от границы СССР в том районе. Все эти ошибки и совпадения сходятся в одной точке и происходит непоправимое. Советские офицеры ПВО видят на своих экранах иностранный самолет, считают, что это американский разведчик RC-135, который уже находится над Камчаткой, и поднимают на перехват истребителя.
Су-15 истребитель-перехватчик пилотирует опытный пилот Геннадий Осипович. В 3:20 он приближается к Боингу, докладывает, что видит проблесковые маячки, мигающие, как у гражданского самолета. Это сообщение на земле игнорируют. Ему приказывают дать предупредительную очередь из авиапушки. Осипович стреляет, ничего не происходит. Позже он признается, что поскольку снаряды не были трассирующими, а кругом была ночь, едва ли пилоты Боинга могли что-либо заметить. В 3:24 Осиповичу приказывают уничтожить цель. В 3:25 ракета Р-98 класса «Воздух-воздух» попадает в пассажирский самолет. Осипович докладывает: Боинг рухнул в пролив Лаперуза, все 269 человек на его борту погибли. Осипович все сделал по инструкции. На Западе поднялась медийная буря. Наверное, даже можно назвать это медийной истерикой. Ястребы требуют ответить. Не забудем, что среди погибших в Боинге американский сенатор. Рейган обвиняет СССР в намеренном уничтожении самолета. В Москве сначала обсуждают вариант признать ошибку, но потом принимают решение все отрицать. И впервые извинения за случившееся принесет в 1990-м только Михаил Горбачев. Потом эти извинения повторит Ельцин, который передаст черные ящики сбитого Боинга корейской стороне для расследования происшествия. Man hat eben geglaubt, die Amerikaner testen Abwehrsysteme. Кто-то посчитал, что американцы тестируют системы ПВО, и он дал приказ истребителям уничтожить самолет. А приказ есть приказ. В самолете 300 пассажиров. Мужчины, женщины, дети. Но все равно приказ есть приказ. И Петров понимал, что может отдать приказ, и его решение уже не будет подвергнуто сомнению. Ситуация с Петровым стала центром этой эмоциональной схватки. Когда я разговаривал с ним о ядерной войне, он понимал все риски, понимал всю ситуацию. Но он и был, так скажем, не в восторге от советского руководства. Он понимал, что, особенно в период Брежнева и стагнации, и потом во время правления Андропова, многие вещи, которые решались на высшем уровне руководства высших чинов, были достаточно глупыми. Он видел это, как и любой другой человек в СССР. Он не был невеждой или слепым воякой. Он был обычным человеком, как я и ты. Он видел то же, что и все остальные. И оно не было безупречным. Ваш отец был членом партии? Да. Ну, дело в том, что в нашей советской стране, если он не член партии, то о карьерном росте он просто мог бы просто забыть. Он вступил в партию. Насколько он был, скажем так, верил в это, в партию, в это, я, честно говоря, он не любил об этом рассказывать. Но это была просто необходимость. А к Америке он как относился, не помните? Да никак он не относился, потому что, мне кажется, человек понимал то, что происходит, вот это вся нагнетание обстановки, это не мирный народ захотел, вообще говоря. Этот вопрос прорабатывали. Я знаю, что удар посредством предупреждения ракетного нападения, мы считали бы это началом войны. Мы немедленно ответили бы. Он мне потом рассказывал, что ноги у него горели, как на сковороде. Он ужасно нервничал. Нечасто компьютер ошибается, выдавая сигнал сразу о 5 ракетах. Он берет трубку и звонит своим руководителям. Это был момент истины. Он говорит им: «Я считаю, это ложная тревога. Это не ядерная атака». Тревога ложная. Ракеты нет. Дальше наступают 18 минут, которые, безусловно, самые напряженные в жизни Станислава Петрова. Если он ошибся, и американские ракеты действительно летят, то через 18 минут их увидят наземные станции РЛС на советской территории. Проходит 18 минут, РЛС ничего не видит, Петров не ошибся. Пронесло.
Он доверился своей интуиции, и он оказался прав. Смел и прав. Я знал, что в Соединенных Штатах на боевом дежурстве находятся 1000 боевых ракет на позициях Минитман-2, Минитман-3. Запущено было 5 ракет. Если бы Соединенные Штаты хотели развязать против нас какую-то войну, то, естественно, они не ограничились бы 5 ракетами. Полностью я бы такого не исключал. Я думаю, Петров тоже вряд ли мог исключить это наверняка. Мы можем говорить о том, насколько это технически возможно, там, осуществить пуск нескольких ракет или нет, но полностью такого исключить нельзя. Я знаю, какая система защиты существует в ракетных войсках. Какой-нибудь маньяк запустить ракету не сумеет. Петров знал, что производство системы было немного поспешным. Они настраивали систему на ходу, потому что они отставали. Америка, главный соперник, уже обладала подобной системой. Советское руководство было заинтересовано, чтобы система быстрее заработала, и Петрову сказали, может, там есть глюки, какие-то неточности, и ничего. Давай запустим, а потом разберемся. Есть версии по поводу того, что это было отражение Солнца от облаков, предположение о том, что это был чисто программный сбой, алгоритм сработал неправильно. Военные, в том числе, они в своих мемуарах они пишут, что да, была такая проблема, были ложные тревоги, вот мы с ними справлялись. Подобные ложные тревоги случались и раньше. Правда, они случались на командных пунктах наземных станций наблюдения и предупреждения. Один из знаменитых случаев произошел в октябре 1960-го. Тогда командование воздушно-космической обороны Северной Америки получает сигнал с расположенной в Гренландии станции дальнего обнаружения о массированном советском ядерном ударе по США. Счет идет на минуты, но офицеры, которые обрабатывают данные, сразу подозревают неладное. Дело в том, что в этот самый день в Нью-Йорке находится Никита Хрущев, он гость Генассамблеи ООН. В общем, максимально странный тайминг для начала ядерной войны. Позже выясняется, что американская система дала ложное срабатывание, поймав радиосигнал, отразившийся от Луны. Это ошибочное срабатывание системы стало первым в истории ядерной гонки. Оно тоже не имело никаких последствий, но мы видим разницу контекстов. Там Хрущев в Нью-Йорке, и достаточно просто предположить, что происходит какая-то ошибка с системой. А в начале 80-х все наоборот, балансирует на грани войны, и обстановка намного-намного серьезнее. В принципе, есть такое понятие ответно-встречный удар, то есть когда поступает информация о том, что ракеты уже летят, то надо принимать ответные меры, поскольку если речь шла об ответном ударе, нападении Соединенных Штатов, времени-то было бы мало. Я думаю, что, конечно, в этих условиях было бы очень трудно обеспечить коллегиальное решение. Все равно кто-то должен эту кнопку нажать. И, конечно, это прерогатива главы государства. Я точно не знаю, кому он там докладывал, и пошло бы по цепочке наверх. Ну, а дальше он как бы просто снял с себя ответственность. Система сработала, он доложил, я ни при чем. Да не то, чтобы ни при чем, выполнял приказ. Это военные люди, они выполняют приказ. Ну, то есть я к тому, что на самом деле, если бы он поступил по-другому, с него, в общем-то, взятки были бы гладкие. Ну, он военный человек, выполнил... А что было бы тогда? Некому было бы его судить. Когда через 3 дня пришел, когда это все дело разбирательство закончено, он потом еще 2 суток спал потом, после этого отсыпался. Потому что, судя по всему, нервов он там оставил очень много. В
В ту же ночь на командный пункт приезжает генерал-полковник Юрий Вотинцев, командующий войсками ПВО СССР. Он вникает в ситуацию, выслушивает доклады и благодарит Петрова за грамотные действия. Ну, все считают, что Петрова теперь, если не наградят, то, по крайней мере, повысят. Сам он тоже ожидает какого-то поощрения. Но проходит время, работает специальная комиссия по расследованию этого сбоя системы, и она неожиданно находит сбои в работе самого Петрова. В чем проблема, вы спросите? Это отличная история, такая типично советская. Значит, у Петрова был боевой журнал, куда он по инструкции должен был записывать команды, которые сам отдает, и приказы, которые получают сверху. А поскольку в той ситуации, в критической, у него просто физически не было времени этого сделать, он потом в воспоминаниях говорил, как я это мог сделать, если у меня в одной руке была трубка, в которой я должен был докладывать, а в другой руке у меня был микрофон, куда я должен был отдавать команды. И, в общем, в журнале остались пропуски. Вот это как раз Петрова и поставили на вид, и тот же самый генерал-полковник Вотинцев устроил ему разнос. Он чуть-чуть обиделся на тех, которые видели, что он сделал, которые ему чуть-чуть обещали, что будет какая-то награда, будет повышение или так далее. Потом они не сделали, потому что очень многие военные считают, что надо всегда выполнять приказы, не думая, потому что армия не работает, не может работать, когда маленький человек начинает думать и делать то, что он считает правильно. Он мне рассказал о встрече, я не помню в каком году, но спустя год или спустя 2 года, когда все военные собирались, и все получили какие-то награды. Но его войска нет. И для него это было очень обидно. Спустя примерно год после того скандала с начальством Петров увольняется в запас. Сам он эти события не связывал. Он говорил, что ушел, потому что устал и хотел больше времени проводить с женой. Раиса к тому времени тяжело болеет. Проблемы с давлением еще начались. То есть она зависела очень от погоды, вообще от условий. Ей была неделями совершенно хорошо, но совершенно нормальный человек была. Бывало, приступы случались, так что доходило до больницы. В основном, конечно, я рядом с матерью был. Да я в детстве в школу пришел уже с ней. А отца тоже дежурства были. А потом уже, когда уволился, он непосредственно ей уже занимался здесь дома. В приказе об увольнении в запас Петрова значится: во время прохождения службы Петров С.Е. проявил себя политически грамотным офицером с хорошей военно-технической и специальной подготовкой. За многолетнюю службу ему объявлена благодарность и вручена грамота. Петров также награжден орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР 3-й степени. Да мне кажется, все-таки он надоел. Надоело. Или там по сроку службы уже выходил в срок службы, то есть он уже 25 лет он должен был служить, и он просто свой срок отслужил, посчитал, дальше уже смысла нет. В 1986 году Петрову нужно освободить квартиру в Серпухове, 15, и он после долгих лет службы имеет право выбрать, где он хочет жить. Было такое правило в советской армии. Подумав, Петров с женой выбирают Фрязино. Дело в том, что здесь, в этом подмосковном городке, живет сестра жены Петрова. И они решают сюда тоже перебраться и получают здесь квартиру в том же 1986 году. Сейчас в этой квартире живет сын Петрова. В 1993 году, когда приехал Дмитрий Лиханов, корреспондент газеты «Совершенно секретно», тогда уже рассказали обо всем. Уже в подробностях все это было. Советские люди об этом узнали только 10 лет спустя, поскольку это была информация закрытая. И
не разглашалось. Даже моя жена узнала об этом только из газет. 10 лет спустя то же самое. Почему 10 лет было запрещено на эту тему говорить? Ну, мы, россияне, советские люди, любили всегда секретничать. Русиши люди такие. Мы очень закрытая нация. В военно-историческом журнале за октябрь 93-го опубликована статья о том дежурстве и ложном сигнале о нападении. Как вы думаете, кто автор этой статьи? Тот самый генерал-полковник Юрий Вотинцев, который устроил Петрову разнос за то, что тот не заполнил боевой журнал, и который, возможно, стал одной из причин увольнения Петрова из армии. Похоже, что-то в душе, на совести у Вотинцева свербило, потому что пишет он следующее. Нетрудно представить, перед принятием какого решения в ту ночь могло быть поставлено руководство страны и вооруженных сил. К счастью, обязанности оперативного дежурного на командном пункте выполнял настоящий профессионал, замначальника отдела боевых алгоритмов и программ, подполковник-инженер С.Е. Петров. Мгновенно проанализировав и оценив обстановку и ситуацию, он не допустил выдачи ложной информации. В 93-м году вышла статья, и все замерло. И до 98-го года опять все это провалилось в никуда. В 1998-м, через 5 лет после публикации Вотинцева, небольшая заметка о Петрове выходит в немецкой газете «Бильд». Она называется «Человек, предотвративший ядерную катастрофу, обнищавший и печальный». Так и написано. Эта заметка попадает в руки Карлу Шумахеру. Он живет здесь, в городке Оберхаузен, недалеко от Дюссельдорфа. Это уникальный человек, он владелец семейного похоронного бизнеса и очень пассионарная личность. Он читает эту заметку, сначала думает, что это все выдумано, потом, когда наводит справки, понимает, что правда, он, выросший в атмосфере холодной войны, в ощущении того, что русские ракеты могут сюда вот прилететь и его лично убить, и благодарный за то, что этого не случилось, понимает, что он должен найти Петрова и встретиться с Петровым, тем более он обнищавший и грустный. Я обратился в газету, нашел ее редактора. После этого звонил в Ганновер, Гамбург, Берлин, затем в Лондон, Манчестер, Москву. 2 недели у меня ушло на все эти переговоры. И вот, наконец, я вышел на журналиста, который первый в Лондоне написал об этой истории. Он и дал мне адрес – Фрязино. Отец по натуре так очень необщительный человек. И когда мы сюда в Фрязино приехал, кто-то с ним заговорит из соседей, он тоже с ним разговаривал. А просто так, чтобы выйти на скамейку, сесть пообщаться, он очень много читал. Очень много кроссворды разгадывал, увлекался шахматами. Он меня учил шахматы играть. Ни с кем разговор не заводил. С мобильными телефонами тогда было непросто. У Станислава Петрова не было таких денег. Телефон был у соседки, связь мы стали поддерживать через нее. Приехать самому, постучать в дверь в надежде, что он будет дома, было единственной возможностью. Нужно было лететь из Дюссельдорфа в Вену, а оттуда российским аэрофлотом в Москву. Я подумал, если повезет, он будет дома. Если не повезет, поедем по окрестностям, туда, куда он мог бы пойти. Может прогуляться или в больницу, в магазин. Ну а если нас ждет полный провал, и мы совсем его не застанем, то попробуем еще раз позже. А может и нет. Может, его вообще не существует, или я получил неверную информацию. В общем, мы полетели. И нам повезло, мы с ним встретились. Какая была его реакция, когда он увидел вас? Что вы сказали? Первые слова я помню очень хорошо.
Мы постучали. Не помню, был ли звонок, но точно знаю, что постучали. Вдруг дверь открывается, и перед нами стоит Станислав Петров. Мы сразу поняли, что это он. Он выглядел в точности, как на фотографии в газете. Мы все равно спросили: «Вы Станислав Петров?» «Да», — отвечает он и кивает головой. Я говорю ему: «Мы приехали из Германии, чтобы поблагодарить вас». Не более того. Он засмеялся, открыл дверь шире и сказал: «Проходите». Все было понятно. Он угостил нас растворимым кофе. Еще я хорошо помню, что на стене на кухне у него висела икона. А на каком языке они с Шумахером общались? Отец изучал английский язык. Карл тоже знал английский. Ну, общий язык у них был английский. Ничего себе. А он когда учил английский? А он дома для общего развития учил. Мы совсем не говорили о той самой ночи, о времени, когда он принимал свое решение, о том, насколько критичная сложилась ситуация. Нет, мы говорили о его жизни, на что он живет, где его дети. Мы говорили о простых вещах. Именно во время этого разговора мне и пришла в голову идея пригласить его в гости. Я этого совершенно не планировал заранее. Шумахер приглашает Петрова в Германию с ответным визитом. Петров согласен, но у него нету загранпаспорта. Более того, вообще не очень понятно. Он же в недавнем прошлом офицер с высокой степенью допуска. Могут ли ему вообще выдать какие-то документы для выезда из страны? И дальше начинается такая классическая история Обломова и Штольца. Обломов — это, понятное дело, Петров, который как бы он хочет поехать, но он как бы не знает, как это все организовать. Он сидит у себя в квартире, смотрит в окно, в общем, ни на что особо не претендует. А Шумахер исполняет роль, конечно, Штольца. Он берется за организацию, пробивает, помогает получить загранпаспорт Петрову, помогает получить ему немецкую визу, высылает ему деньги, оплачивает перелет. И вот, короче, через полгода бумажной волокиты Петров прилетает сюда, в Дюссельдорфский аэропорт, и приезжает в Оберхаузен, где Шумахер встречает его и 2 недели развлекает, вводит, всем показывает, как настоящего селеба. Я хотел, чтобы у него получилось приехать, чтобы он рассказал о случившемся, чтобы принятое им той ночью решение не предалось забвению. Он его водит на концерты, на футбольный матч, даже в детский парк аттракционов сохранилась вот такая смешная фотография, потому что по тем временам это была такая довольно необычная вещь для человека из Советского Союза. Он рассказывал о семье Карла, как они там гуляли по городу, его вводили в школах там. Он рассказывал про этот случай детям в немецких школах. Главное, Шумахер всем журналистам, до которых может дотянуться, рассказывает, что вот приехал человек, который всех нас спас. Dass der Kalte Krieg mitunter heiß zu werden drohte, hätten uns Politiker und Militärs am liebsten ganz verschwiegen. Stanislav Petrov, der Mann, der wohl den Dritten Weltkrieg verhinderte. Сегодня Станислав Петров, офицер, предотвративший Третью мировую войну, скромный человек и непризнанный герой, живет в Подмосковье. Я читал статью датского журналиста, который проработал в России много лет. Среди его историй была и история про человека, который спас мир от ядерной войны. Такая короткая заметка в 1 страницу. Я увидел фото, и там был такой потрепанный мужчина. И я подумал, кто он? Почему он так живет, если он спас мир? Он же должен быть всемирно известен и богат. Но он не был. Господин Петров, мы все еще надеемся, что вы согласны дать нам интервью по поводу происшествия с ядерным оружием. Это фрагмент из фильма «Человек, который спас мир». По-английски, кстати, название «The Man Who Saved the World» прям почти точно звучит как название знаменитой песни Дэвида Боуи. Ее еще Курт Кобейн пел, многие помнят. Это по жанру документальная драма.
Это такой документальный фильм, где в повествование вплетены постановочные сцены, как в художественном кино, и они называются реконструкциями. Я в свое время снял много таких документальных драм, и, поверьте мне, этот фильм совершенно уникальный. Не качеством там своих постановок, они вполне обычные, а тем, что Петрова в этом фильме, в реконструкциях, играет сам Петров. То есть, в смысле, в тех частях, которые документальные, Петров выступает как герой. А в тех частях, которые реконструкции, пожилой Петров играет пожилого Петрова. Молодого Петрова играет другой актер. И это совершенно уникальная вещь. Ты смотришь и не можешь понять, как советский офицер отставной согласился сниматься, играть сам себя, материться там в кадре, курить, выгонять съемочную группу, и при этом все это дубль за дублем. И как это все смешано с документальной историей настоящего Петрова. Я собрал маленькую съемочную группу, и мы поехали в Россию. Мы ехали на машине из Москвы. Где-то часа 2 едем, и тут заканчивается асфальт. И начинается проселочная дорога. И была зима, холодно. Я в своей европейской парке, а я смотрю в окно, и там люди идут. Кто-то без ботинок даже. Ходят, бухают. Я подумал, ого, что это за место? Мы когда приехали, даже не знали, дома ли Станислав. Он, мне кажется, привык, что его приезжали снимать всего пару часов. Быстрая сенсация, короткое интервью и пошли дальше. Вы спасли мир? Нет? Спасибо, до свидания. Когда я зашел в его дом, я всегда больше интересуюсь людьми за кулисами истории. Как он пришел к такой жизни? Невероятно. И я не понимал, что произошло. Мы там сидели, пили пиво из местного магазина. Там продавали живых кур и немного алкоголя. Мы купили по пиву. Я приехал узнать о том, насколько опасно тогда было, и побольше про его семью. А он сразу сказал: «Я русский полковник, понимаешь? Мы не обсуждаем семью и эмоции. Не получится». По воспоминаниям тех, кто виделся с Петровым в его последние годы, квартира здесь, во Фрязино, где он жил, была такой неухоженной, захламленной, как сейчас бы сказали, убежище социопата. Петров, как вы уже слышали, был интроверт, с людьми сходился плохо, общался неохотно. И несмотря на то, что здесь, во Фрязино, жили с семьями еще 3 его бывших сослуживца, он и с ними практически не виделся. У меня было ощущение, что там уже четверть года не готовили еду и не убирались. И одновременно я думал, что не хочу делать ничего, в том числе косвенно, чтобы ему было за это стыдно. Я уважал его. Он живет на пенсию в $55 в месяц, буквально в халупе, в стареньком многоквартирном доме. Он действительно жил бедно, и квартира его выглядела плохо. Он получал пенсию в 1000 рублей. За квартиру ему платить не нужно было, жилье у него было собственное. Телефона, как я уже сказал, у него не было. Отопление стоило очень дешево. Получается, на жизнь, на продукты ему оставалось 950 рублей. И это еще неплохо. До этого, он говорил, государство несколько месяцев совсем не выплачивало пенсию. То, что он жил в таких условиях, для меня это было поводом погрустить. Я думаю, я теперь понимаю, что пожилые русские мужчины, или лучше сказать, пожилые мужчины в постсоветском пространстве, если они живут без женщины, они часто беспомощны. А смерть его жены для него тяжелым было событием? Он больше рассказал о том, как он старался вывести свою жену из этой болезни, чем о том, что он сам чувствовал в этом дне 26 сентября. А, он даже больше рассказывал про жену? Да. Он про жену больше рассказывал, чем и о смерти. Он мне рассказал, что он ушел, хотел еще кое-что сделать, вернулся, и она уже не была рядом с ним. Мы провели 3 недели со Станиславом. Первой задачей было подружиться, что тоже было трудно. Он срывался, если мы начинали настойчиво о чем-то расспрашивать.
В интервью не должно быть ни единого слова о моей матери. Но я понимал, что мне придется это сделать. Я должен был быть неудобным и вызывать в нем раздражение, чтобы пробить дистанцию и узнать его историю. Знали ли вы с самого начала, что именно Петров будет сам себя играть в фильме? О нет. Все началось, как вот мы сейчас говорим. Как документальное кино? Да, документальное кино, интервью, съемка. Но я понял, что не вытащу настоящую историю. Как только мы включали камеры, он замолкал и говорил что-то другое. А потом говорил: «Я такого не говорил, не было там опасно. У меня не было потом проблем». Есть в этом что-то русское. Вы очень гордые люди. Как вам пришла в голову идея инсценировать историю? Спустя 3 недели я такой: как же мне пробиться? Всем хочется услышать о его искренних эмоциях, когда ракета, возможно, летела в его сторону. И он же мне рассказал не на камеру. Я был убедителен. Давил и давил. И одновременно становился его другом. У меня спрашивали, сколько времени я провел со Станиславом. И я правда не знаю. Они здесь снимали большую часть времени, они в городе снимали чего-то. Отец не хотел их часто видеть. Потом у них свои какие-то там проблемы были. Ну, как-то это все как-то накладывалось. Свою докудраму Питер Энтони снимал почти 10 лет. И так долго вовсе не потому, что у Петрова какой-то суперскверный характер, а из-за денег. Потому что это дорогая история, все время нужно было поднимать новое финансирование. Энтони привлекал всякие европейские киношные и культурные организации. Это всегда очень долго. Там всякие презентации, сценарии надо представлять. В общем, работа сильно затянулась. Кстати, интересно, сейчас Энтони сказал, что вот если бы сегодня он это снимал, все было бы намного быстрее, потому что появились стриминговые платформы, и они дают большие бюджеты просто на раз, только снимай. И Энтони говорит: если бы я сейчас снимал, я бы такое, говорит, кино про Петрова снял. Полная и безусловная компенсация господина Петрова за участие в фильме и передачу всех прав составляет $3000 США. $500 будут заплачены в момент подписи, остальное будет передано такими-то траншами тогда-то и тогда-то. Там где-то порядка $5000 тогда получалось. Но это же не художественный фильм. Там... В 2004 году $5000 были хорошими деньгами. Да он, в принципе, не ради денег согласился, просто ему поначалу это стало интересно. Но потом от него требовали художественного такого исполнения. Ему, конечно, тяжеловато. Поначалу было тяжеловато, потом он как-то влился, он перестал замечать камеры, и уже все по накатанной пошло. Вы ему выдали реплики, конкретный текст? Что-то он сам говорил. Он что-то сказал, я записал. И мы в сцене его попросили еще раз это сказать. Или что-то он сказал не на камеру, и мы просили его сказать в камеру то же самое. То есть у него было время переосмыслить, что сказать. То есть иногда не на камеру мы его ловили с чем-то личным, а потом на камеру мог поправить информацию. В общем, это был сумасшедший процесс. Мир никогда не был так близок к катастрофе, как именно в этом 1983 году. Станислав Петров, рука, держащая землю, символизирует ваше героическое решение 26 сентября 1983 года, которое принесло вам титул «Человек, который предотвратил ядерную войну». В 2006-м Петрову вручают в здании ООН World Citizen Award за заслуги перед человечеством. Это его первый приезд в Соединенные Штаты и, возможно, вообще первое выступление перед большой аудиторией. Он вообще всю жизнь провел в закрытых гарнизонах, он военный, а вовсе не оратор. И поэтому явно стесняется, выступая перед залом. Сначала он говорит по-русски, ему помогает переводчица. Трудность заключалась в том, что я не был на 100% уверен в правильности своего решения. У меня были большие сомнения. Потом Петров переходит на английский, который учил, и говорит с сильным акцентом. I was just at the right
place at the right time. Тут нам с вами, друзья, важно сделать оговорку, точнее, внести поправку на современный контекст. Сейчас, если представить себе такое, что бывший, пусть и бывший, но боевой офицер едет в Америку, получает там в Нью-Йорке какую-то награду, это сочтут здесь, в России, чуть ли не изменой. Как, возможно, изменой посчитали бы такое и в советские времена. Но мы говорим про 90-е годы и про самое начало нулевых, когда отношения между Россией и Америкой были совсем другими. Тогда всем казалось, что времена, когда две страны смотрят друг на друга через прицел, ушли навсегда. О советском офицере Петрове и его поступке рассказали крупнейшие мировые СМИ, в том числе «Шпигель», «Die Welt», CBS, «Вашингтон-Пост». Приходило все больше и больше писем, но там обратные адреса такие, что он перестал на них отвечать, потому что он не знал, куда писать. Это к нам они каким-то макаром доходили, все эти письма, причем адреса там были настолько сокращены, что Фрязино, 25 километров от Москвы, Станиславу Петрову. О, это тоже было сумасшествие. Это было во время первых съемок. Те 3 недели. Он приходит с огромным целлофановым мешком, полным писем. От американцев. Ну там, Джослин, 12 лет. Пишет: «Вы спасли мне жизнь. Я жертвую $1. И тут письмо с лого Paramount Pictures. Я сказал: «Вау, это еще что такое?» И подпись: К. Костнер. Он ему прислал благодарственное письмо, и, по-моему, то ли $20, то ли еще что-то. И ему он начал отвечать на эти все письма. Это типа Кевин Костнер $20 отправил за то, что мир спас? Да, можно... Я не знаю, может, и так. Он наверняка боялся, что они не дойдут. Там очень многие присылали, там даже из Англии 5 фунтов прислали ему. Просто в конверт люди боялись вкладывать большие деньги, а тут, не дойдет, так не дойдет. Я спросил, как он связан с Кевином Костнером. Он сказал, что написал ему письмо и сказал, что Кевин Костнер – его любимый актер. Он его фанат. И я узнал, почему. Во-первых, он красивый. Станислав считает, что они похожи. Станислав в молодости тоже очень красивый. А еще Кевин Костнер снял фильм о кубинском ядерном кризисе. Мне кажется, Станислав чувствовал какую-то связь, похожесть ситуации. В общем, он сказал, что хочет познакомиться с Кевином Костнером. И я сказал, мы обязаны ему написать. И вот мне ответили: конечно, мы можем встретиться. Hello. Здравствуйте. How are you? Хорошо. Welcome. Спасибо. Ему пришлось решать, как нам все это исправить, как нам сделать мир безопасным. Скажите, чтобы он помнил, он король мира, поэтому он должен говорить как король. Это что у вас? Собственно, ради этой встречи с Костнером съемочная группа вместе с Петровым едет в США. На эту поездку специально находят финансирование. А дальше слухами земля полнится. В американской кинотусовке узнают об истории человека, который спас мир и сейчас едет к Костнеру. И когда Петров уже в Америке, продюсеры приглашают его заглянуть на съемочные площадки и к другим звездам. Его привезли на студию, его познакомили, там Роберт Де Ниро был, а Мэтт Дэймон там участвовал в каких-то съемках. Де Ниро, он уже слышал что-то о нем, а Мэтт Дэймон он в глаза вообще никогда не видел. Он с трудом его произнес в фильме, он говорит: Мэтт Дэймон. What's your name? Matt Damon. Matt. Yes, exactly. Exactly. Very nice to meet you. Де Ниро и Дэймон знали о Петрове до того, как встретились с ним? Нет, но они как раз снимали фильм про холодную войну. Охранник Де Ниро еще работал советником по этому фильму. И он знал все про историю Станислава. Он был поражен его историей. Когда мы ездили в Штаты, это было дважды. 2 раза. Первый раз
не помню даты. Там были 1-2 недели. А второй раз проехали через всю страну. Кучу мест не видели, но было круто съездить со Станиславом, чтобы он посмотрел страну, которая практически была его врагом. Прям всю страну, от границы до границы. Он бы никогда не признался, но после поездки в Штаты что-то произошло. Он всегда был скромным, но я уверен, что перед смертью он понял, кто он. Мне кажется, это так важно для человечества. Станислав немного поменялся. И его отношение к американцам. Он, например, никогда не видел афроамериканца. И тут он в Южной Дакоте увидел. Все эти большие черные женщины там. Ему понравилось. Это прекрасно. В 2013-м он становится лауреатом Дрезденской премии за предотвращение вооруженных конфликтов. Он снова прилетает сюда, в Германию, получает статуэтку. И, кстати, не только статуэтку этой премии, солидный денежный эквивалент – 25 тысяч евро. По всему Дрездену развешаны вот такие плакаты. Петрова снова принимают как звезду. И он, в общем, дает пресс-конференции, интервью, общается с людьми и в целом уже, кажется, привык к своей роли селеба. И я вот подумал, а почему западная публика так его полюбила? А потом посмотрел на его фотографии в юности, гляньте, и понял, да он же идеально соответствует представлениям массовой культуры о Супермене. Статный, красивый, сильный, при этом добрый, да еще и спаситель человечества. Ну что нужно рядовому западному обывателю, чтобы полюбить человека сразу и навсегда? Эта книга, которую я написал, она о том, почему мы вообще почти не боимся ядерного оружия. Она вышла в 1984-м. И когда я был у Петрова, я хотел, чтобы он написал мне что-нибудь в моей книге. И он поставил дату — 1916, не 2016. Он ошибся на 100 лет. Но в ночь, когда от него все зависело, он все сделал правильно. Я бы сказал, что для меня Станислав Петров наряду с Михаилом Горбачевым самый значимый человек 20 века. Я не хочу представлять себе, что было бы, если бы он принял другое решение. Миллиарды людей у него в долгу. Миллиарды людей обязаны ему жизнью. Невозможно сделать большего для человечества. А ваш отец как относился к тому, что он стал таким популярным человеком? Да он никак не отнесся. Он не считал ничего, что он сделал что-то героическое. Он всегда говорил, это моя работа. Не станет же хвалить хозяйка за то, что она вкусный борщ сварила. Черт бы поджал этих репортеров. Журналисты хреновые. Он был вежливый, добрейший мужичок. Но, несмотря на военную подготовку, никто не готовит тебя быть солдатом Третьей мировой войны. Никто и никого. Он рассказал, как страшно было, как опасно. Описал свою жизнь в те годы. Мне кажется, у него был ПТСР, как у тех, кто прошел войну. Потому что он спокойный и милый, а как только ты чуть-чуть надавишь на него, он внезапно вспыхивает. Забирай свою камеру и вали отсюда! Как вам кажется, в этом фильме, насколько ваш отец похож на себя настоящего? Дело в том, что там, где есть сцена, где он ругается, это было в его характере. Он действительно съемочную группу также гонял. А потом это уже по сценарию они его просили, ну чего, отступать, как говорится, от реальности. Они реально решили уже по сценарию, просили, говорят, будьте какой вы есть, и все. Если вам что-то не нравится, так и прям в камеру говорите, и все. То есть то, что он ругался, это уже было по сценарию. То есть в целом он похож на себя в фильме? Да. Сам Станислав Петров мне как-то говорил, с ним всего дважды обходились несправедливо. Сначала так поступило его начальство после той ночи, а в другой раз создатели этого фильма. Он мне лично сказал, что его выставляют каким-то хулиганом. И он мне говорит,
«Я кто угодно, но не хулиган». Он сказал, что не поедет на фестиваль, где будет показан этот фильм. С другой стороны, как по мне, лучше, когда фильм есть, чем когда его нет. Фильм «Питер Энтони» еще потому очень круто смотрится на одном дыхании, потому что Питер туда внутрь вплел очень драматическую личную историю самого Петрова. У него были очень тяжелые отношения с матерью, и он ее 20 лет не видел, они даже не разговаривали. И представляете, Питер убедил Петрова, что он должен, раз уж он спас мир, поехать и помириться со своей пожилой мамой. Тем более незадолго до этого умер его младший брат, любимый сын. Брат Станислава умер, и мы связались с его женой и попросили организовать эту встречу. Попросили, чтобы она договорилась с мамой Станислава о встрече. Сказала, что заедет за ней, и они вместе поедут на кладбище. А там Станислав. Так мы точно были уверены, что мы не застанем ее врасплох, что она будет нормально выглядеть. То есть мама Станислава ждет, что придет невестка. Открывает дверь, а там Станислав и мы. Здравствуй, мама. Милая. Приехал. Зачем? Нам пришлось его уговорить. И поначалу он вообще не хотел. Не хотел. И я его понимаю. Неловко встретиться с человеком, которого ты не видел 20 лет, и вокруг тебя при этом камеры. Давай, мам, вот эти фотографии рассмотрим. И вот, это вот Роберт Де Ниро. Тоже очень большой актер. Это его сын? Нет, это не его сын, это Дэймон. Ой, никак не могу вспомнить его имя. А я не думал, что я тебя увижу теперь в этой жизни. Что-то, мама, все хорошо. Я рад. Вы поняли, что случилось между ним и матерью? Мне кажется, я понял. Станислав был любимым сыном. Потом у него родился младший брат, и он стал любимчиком. Станислав был умником, с карандашиком в нагрудном кармане, из ботаников. Он в молодости не хотел в армию. Он хотел идти строить самолеты. И внезапно он идет в военные. И потом он понимает, что его в армию отправила мать, а его брата нет. А его братья заботились, не отправили его на такое испытание. То есть он чувствовал, что мать его предала? Когда они встретились, это было очевидно, что он любил и свою мать, и своего брата. Такова жизнь, не всегда справедливая. Петрова ведь много связывалось с Украиной, он там учился. Он вам что-то говорил о событиях 2014 года? Он сказал, что он не знает, что из этого выходит. Ему очень жалко. Ему хочется обязательно поехать к своей маме, которая тогда еще была в живых, и она жила в Одессе. И он не может туда поехать. И все. То есть встреча с мамой, которая происходит в этом фильме, это Одесса? Это должна быть Одесса. Он хотел еще туда поехать. И он мне говорил, что он думает, что он туда не поедет. С ней не сможет пошаться. Еще одну вещь вам расскажу про фильм «Питер Энтони. Человек, который спас мир». В прошлом году, в 21-м, этот фильм посмотрел знаменитый фронтмен Пинк Флойда Роджер Уотерс. И он так впечатлился, что написал посвященную Петрову специальную версию знаменитой флойдовской песни «The Gunner's Dream» — «Мечта стрелка». Там погибает солдат и перед смертью грезит о прекрасном мире, где не будет смерти и убийств. И вот Уотерс написал, как странно, что если бы не Петров, который оказался в нужное время в нужном месте, нас бы здесь никого не было, а те, кто моложе 37, вообще бы на свет не родились. Так что, написал Уотерс, посвящаю, дорогой Станислав, тебе эту песню с любовью. Когда мы говорим с молодежью, они все видят иначе. Люди в интернете говорят, я бы не смог убить другого человека. Но тогда и времена были другие.
Те, кто сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, они мыслили иначе, чем молодые сегодня. У них был приказ, они его выполнили, и они горды собой. Так работают военные. Станислава тренировали не принимать решения, не оценивать ситуацию своим взглядом. Его тренировали собрать информацию и передать руководству. А он этого не сделал. Я всегда звонил ему на день рождения и на Рождество. И когда я позвонил ему в сентябре 2017-го, чтобы поздравить его с днем рождения, его сын Дмитрий взял трубку и вдруг сказал мне: «Отец умер». Надо же, еще в апреле, 6 месяцев назад, он рассказал мне, что отец умер. И я написал сообщение в газету. Написал там о том, что он умер. Дамы и господа, я рад видеть, что многие пришли сюда, в парк на Фестштрассе в Остерфельде, чтобы принять участие в установке мемориальной доски в память о Станиславе Петрове. Станислав Петров – человек, спасший мир от Третьей мировой войны в 1983 году. Мы должны всегда помнить о Станиславе Петрове, спасшем миллионы людей в Германии, Европе, США и на своей родине. In den Handflächen sammelt sich der Schweiß. Mein Hemd ist nass. Mein Herz gefriert zu Eis. Взмокли ладони, рубашка вспотела, сердце от страха заледенело. Проклятый бог, почему же я? Зачем мне красная кнопка дана? Ракеты взлетели, дыхание стерло. Жестокий бог держит руки на моем горле. Я не хочу, я не могу, я говорю на приказы нет. Тьма, рассосись, дай увидеть мне свет. Я в Бога не верю, я не молюсь, я смертью для миллионов явлюсь. Но нет, я достоинство сохраню, я человек. А как вам кажется, почему в итоге получилось, что на Западе он известнее, чем в России? Ну, понимаете, в чем дело? В принципе, у нас большая страна, огромная, и героев у нас немало человек. И получается так, что всем, может быть, нереально уделить время, может быть, это просто, есть герои, ладно, такое отношение. Я точно не знаю. Как-то не стремился к славе. Вот что могу сказать. Станислав Петров ни за какие деньги в мире не уехал бы из России или Москвы. Он бы этого не сделал. Настолько он был со своим народом, со своей землей. Он был патриот? Что значит быть патриотом? Дайте определение патриота. Тот, кто любит свою родину. В таком случае, да. Он любит свою родину, несмотря на все противоречия. Он русский, без вопросов. Вы здесь первый раз с 91-го года в поселке. И получается, здесь вы не были 31 год. И как впечатление? Насколько он изменился? Скажем так, дома прежние остались, все по-прежнему. Естественно, только деревья большие стали, все обросло деревьями. Здесь деревья пониже были. Серпухов 15 перестал быть закрытым городом в 2012 году. С тех пор здесь такая обычная российская жизнь, он какой-то рыночек, коммерческий магазин.
На самом деле, везде в России, где так называемые ЗАТО, закрытые административно-территориальные образования, переставали быть закрытыми, жители были против. И здесь тоже были против, потому что как только все это вышло из подчинения из ведомства Минобороны, сразу начался дележ земли между районами, между даже областями. В 2016 году, несмотря на протесты местных жителей, Маринки отошли в Калужскую область, хотя Московская совсем рядом, и в Московской у жителей побольше плюшек. Интересно, однако, что до сих пор жизнь большинства людей в этом поселке так или иначе связана с военной частью, где служил Петров. Эта часть существует до сих пор. Так что здесь большинство либо военнослужащие, здесь до сих пор много людей в форме, либо члены их семей, ну, либо бюджетники, которые поддерживают на плаву этот поселок. Здесь есть одна школа, здесь есть отделение банка. Ну, в общем, все как везде. Система ОКО уже закончила работу довольно давно. А сейчас идет создание новой системы, купол, а космические аппараты, которые входят в состав этой системы, они известны как аппараты «Тундра». Они охватывают реально северное полушарие и все ракетоопасные районы там. Многие считают, что ядерная война – это страшный отголосок прошлого. Но я уверен в том, это мнение коренным образом изменится. Когда эта ракета или обломки ракеты попали в Польшу, мне стало так плохо, как мне было в 1983 году. Я не хочу, чтобы этот прекрасный мир, когда мы путешествуем, мы видим, сколько есть красоты, чтобы этого не было, больше не было. И что мы, люди, в этом виноваты. Я бы так сказал. Весь период холодной войны и гонки вооружений был ряд ограничений, или, я бы сказал, табу, потому что люди понимали, что ядерная война будет так ужасна, будет концом человечества, что было табу на использование ядерного оружия. Раньше это было табу, а сейчас оно ослабло из-за такого количества разговоров о реальном использовании ядерного оружия. Многие сейчас обсуждают, а что будет, если то или иное ядерное оружие запустят? Я считаю, огромная проблема в том, что сами угрозы использования стирают это прошлое табу, стирают границу, и это плохо. В ядерной войне не может быть победителя. Победитель проживет на 20 минут подольше, но эти 20 минут будут не самыми приятными, так что оно того не стоит. По-моему, здесь иная проблематика, и Станислав Петров тоже не понимал кое-чего. Только в одном случае я позволил себе его поправить. Он много раз говорил, что все мы должны быть братьями. Но братоубийственные войны идут с начала человечества, с того, как библейский Каин убил Авеля. Так что быть просто братьями недостаточно. Это ничего не меняет. Я считаю иначе. Нам надо быть друзьями. Быть братьями не обязательно. Прицельность оружия становится все более точной. Время предупреждения становится все меньше, и не нужно большой фантазии, чтобы додумать все до конца. Потому что рано или поздно наступит момент, когда все ядерные силы делегируют решение о том, быть нашей планете или не быть, искусственному интеллекту. То есть больше не будет человека, в худшем случае. А в лучшем будет человек, у которого будет минут 10, чтобы прислушаться к совести и принять человеческое решение. Станислав сделал то, что 99% людей бы не сделали. Человек, который вообще не должен был там находиться в ту ночь. Просто заболел кто-то из сотрудников, и он идет туда. И вдруг решение на нем.
Он герой нашего времени. И я сейчас думаю, будет ли еще такие герои, которые в тот момент, когда надо, принимают правильное решение за человечество, за планету. Дело в том, что он себя не считает героем, потому что это его работа. Просто было интересно быть полезным. И он смог оказаться в нужное время в нужном месте. Ну, так судьба распорядилась. Судьба? Ну да, скорее всего, судьба. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. За все эти годы появилось и продолжает появляться довольно много скептиков, которые доказывают, что Петров ничего такого не предотвращал, потому что он даже чисто теоретически не мог ни на какую кнопку нажать, никакой войны начать, и что вообще вся эта история сильно раздута. И такие дискуссии в сети время от времени возникают. Мое личное мнение. Почему я считаю, что Петров, тем не менее, герой? Потому что, знаете, советская система, и особенно армейская советская система, она всегда была устроена по принципу не взять на себя ответственность, не оказаться крайним, прикрыться приказом, инструкцией, еще какой-нибудь там нормой. И если бы Петров в ту ночь исходил ровно из этой логики, то, конечно, наверх ушел бы совсем другой доклад. И если бы все остальные винтики этой системы провернулись бы тоже исходя из этой логики, то вероятность того, что в ту ночь ядерная война началась бы, она была бы, несомненно, намного выше. Насколько выше началась бы она, это мы, конечно, знать не можем. Но то, что нашелся человек, который не побоялся взять на себя эту огромную ответственность, оказаться крайним, сработало как защитный механизм. Защитный, мне кажется, для всех нас, для всего человечества. В конечном итоге сам Петров любил повторять, что пока есть ядерное оружие, всегда есть и шанс, что кто-то захочет его использовать или использует. А мы, благодаря Петрову, знаем, что точно так же существует и шанс, что найдется человек, который не станет этого делать. Это редакция. Комменты, лайки туда. Подпишитесь на канал. Скоро увидимся.